Что произошло с моим миром, узнаете в этом видео. Присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. В самом начале выживания я начал сносить забор, а всех, кого я разводил, это курицы и овец, я, конечно же, отпустил. После того, как я снес забор, я пошел лутать адские бастионы и крепости, чтобы найти церитовое улучшение, которое добавили на версии 1.20.1. С помощью этого назаритового улучшения я смогу улучшить свои алмазные ботинки до назаритовых. После того, как я нашел назаритовое улучшение, то я начал искать одну большую структуру, но вместо этого я нашел заброшенную деревню. И интересный факт, то что ее спавн равен 2%. Но чтобы найти эту структуру, я использовал реплей мод, чтобы не копаться в каждой горе и не искать эту структуру. Но мне кажется, уже все знают, про какую я структуру. Это город Вардена. Когда я впервые пришел в город Вардена, то я смог много ресурсов оттуда взять. Но Варден решил надо мной чуть-чуть подиздеваться и кокнул. Но я не сдаюсь и пошел потом сразу же опять. Но теперь я действовал по тактике Хайди. Тактика Хайди заключается на том, что надо найти сундук и сломать его. А если вылазить Варден, то лететь на портал, который посередине города. А там уже пережидать, пока залезет Варден обратно под землю. Со стороны это выглядит примерно так. В один момент у меня потемнел весь экран, и я в панике начал лететь на портал в центре города, но тут уже вылезло 2 Вардена, а потом я просто врезался в стену. Потом дома я расправлялся с зомби, криперами и кто был вообще в округе моей. А где у меня жили жители, они прекрасно жили. Появилось 2 новых священника, и которым я могу теперь продавать плоть и получать за это изумруды. Я решил построить все биомы, которые существуют в аду, возле своего портала в ад, кроме одного биома, это базальтовые дельты. Я их не стал строить, потому что у меня портал именно там и располагается. А портал, который снаружи у меня стоит, мне кажется, он вышел очень прикольно и красиво. Еще я сделал также в аду, и мне кажется, тоже это очень классно получилось. После декорирования своих порталов я пошел стоять в АФК на своей ферме. Когда я спустился, то начал добывать много березы, но об этом я скажу чуть-чуть дальше. Теперь я лечу в портал Вент, но это уже устаревший способ, потому что я теперь пользуюсь порталом Ват. В Вент я прилетел, чтобы поднабраться опыта и зачаровать себе топор на максимальные чары. И береза мне нужна была, чтобы модернизировать свою ферму, на которой будет расти бамбук. После окончания постройки фермы я начал строить супер быструю печку. Гайд я оставлю в описании. Я решил поубивать визор скелетов, чтобы призвать визора, а визор мне нужен для маяка. Я заполучил эти 3 заветных головы, мне понадобилось где-то час времени, хотя это вроде бы занимает намного больше. Я решил долго не ждать и призвал сразу визора и начал его убивать из лука сначала. Я стрелял до тех пор, пока он не начал регенерироваться и отбрасывать стрелы. Дальше я начал его бить мечом. Я был настолько в себе уверен, что даже не стал есть золотые яблоки. И тут уже остается чуть-чуть жизни, я решаю добить прям рядом, и мне это удается. И это было слишком просто. Скрафтивший маяк, я решил посмотреть, сколько у меня всего самых дорогих блоков, и мне не хватало буквально где-то стака, и я решил подобывать это все добро
в аду. Я начал искать бастионы, где лежит просто золото, и мне было надо очень много золота. Но найдя золото, я нашел еще два шаблона. Одно рыло, второе ребро. Раз я начал кастомизировать разные входы в измерение, то я решил сразу сделать себе и вход в энд красивым. В самом энде я тоже сделал кое-что. Сделал, как будто бы повзрывалось тут что-то, хотя я там ничего не взрывал, сразу говорю. Дальше я убрал ферму железа, которая была под домом жителей. Я решил ее перенести в другое место. Спойлер, я так и не смог это сделать. И когда я закрывал уже последние дырки, на меня напала огромная стая зомби, как будто бы там зомби-апокалипсис произошел. Дальше я решил чуть-чуть передохнуть от игры и отошел и просто начал АФКшить. Хорошенько отдохнувший, я вернулся обратно в ад не чтобы воровать золото у пиглинов, а искать незрит. Но по итогу могу сказать то, что я нашел 7 незритовых обломков за этот поход. Сразу же я пошел на ферму опыта, чтобы починить все свои кирки, а то они были поломаны до ужасного состояния. Я решил, пока я был на фармилке опыта, сделать себе самые лучшие ботинки. И это у меня успешно получилось. И я сразу же их сделал незритовыми. И получил достижение ватные доспехи. После чего я решил поискать города в Энде. И сразу же в первом городе я нашел новый себе шаблон. Это шпиль. Но под конец лутания городов Энда я нашел не только шаблон шпиль, а еще и литры. И так всякое по мелочи. Дома я уже поставил маяк на спешку и регенерацию. И уже со скоростью я уже начал строить себе новый дом. У меня не было представления, как должен выглядеть этот дом или как я хочу. Просто строил как хотел. Все время играл с блоками, которые мне нравятся и которые я бы не хотел видеть. После я понял то, что мне нужен один вид бревен, которых я еще не находил в этом мире. Это вишневое дерево, и я его искал очень долго. И где-то после 2 часов полета я все же нашел вишневый биом, который мне очень был нужен. Добывших где-то 300 древесины, я решил то, что мне этого хватит. После долгого полета я решил закрыть шахту, которая была под моим домом. Вишневая древесина мне нужна была, чтобы построить крышу для нового дома. А еще я вырастил большое дерево. Внутри дома я уже сделал спальню и немного задекорировал. После этого я начал себе строить склад под своей базой. Но в один момент у меня закончились используемые блоки, и я пошел их копать. Потом вернулся к строительству и уже быстро закончил. Когда склад уже был готов, я взял много шалкеров и начал с помощью них переносить все на новый склад. Дальше, гуляя по аду, я искал гастов, чтобы сделать кристаллы энда. Но гуляя по аду, я понял, что мне нужен аварийный чемоданчик. Я сразу же побежал его создавать. После чего я начал сносить свой дом старый. Очень быстро и красиво. На месте, где стоял старый дом, я решил построить мини-каньон. И, как мне казалось, это будет несложно и быстро. Но оказалось не так уж и просто, потому что я начал играться сразу же с 7 блоками, которыми могут попасться в шахте, и чтобы это выглядело намного реалистичнее. Так что получилось, может быть, и не очень, но, как мне кажется, это очень классно получилось. А чтобы лучше выглядело, я сделал маленькие ручейки из сторон каньона и еще повесил светящиеся ягоды.
Под конец выживания как раз я начал латать дырки, которые оставили криперы. На чердаке своего дома я создал комнату, где у меня хранились самые необычные предметы и редкие. Например, назаритовый блок, яйцо дракона, элитры, череп скелета, тотем, пузырек опыта и даже самый редкий шаблон. Расставившие все кристаллы, я ожидаю, когда возродится дракон. Постепенно уже начинают появляться кристаллы, которые будут регенерировать дракона. И это было очень эпично, как мне кажется. Получивший дежавю, я начинаю сразу же идти бить дракона. Дальше по старинке. Залезаем на одну из самых высоких башен и оттуда уже расстреливаем кристаллы, чтобы он не смог регенерироваться. Когда сломали все кристаллы, начинаем обстреливать дракона, чтобы он получил много урона. Подходим дальше, когда он приземлился в свое гнездо, и бьем. А потом опять я начал стрелять из лука. У Эндер дракона остается мало жизни. Я его бью и освобождаю Энд во второй раз. Это было классно, круто. Я просто решил подорвать все к чертям, все, что строил на протяжении долгого времени. Вот так вот и заканчивается мое выживание. Спасибо всем тем, кто досмотрел до самого конца и смотрел это сериал маленький с самого начала. Вот так вот все быстро, кардинально поменялось. Всем спасибо за просмотр и еще увидимся.